Вам, наверное, сложно будет поверить, что это то самое трио маленьких утят. Мне самой сложно в это поверить, и тем не менее это они. Еще три утки Дикуса, которые боятся меня, как демона из ада. Мама утка воспитала своих детей в лучших традициях своего племени. Я думала, что уже пора выпускать их на свободу, но это оказалось задачей сложно выполнимой. Я собиралась просто оставить теплицу открытой, но вспомнила уточку с выщипанной шеей и решила, что, может, им и правда еще рано входить в коллектив, ведь им еще только 2 месяца. Пусть сидят с огурцами, ну а мы с вами отправляемся в книжный магазин. Я любила книги с детства. Рядом с моим домом находилось здание библиотеки. Оно было покрашено в голубой цвет, и поэтому мы так ее и называли — «Голубая библиотека». И я была в ней частым гостем. Я уже не помню, сколько лет я собираю свою библиотеку. Новые книги в книжных магазинах не всегда были по карману. Во время строительства дома приходилось затягивать пояса потуже и включать режим экономии. Но все же на акциях и распродажах порой удавалось найти что-нибудь стоящее. Но чаще всего я находила свои сокровища в лавках у букинистов, и они обходились мне практически за даром. Как, например, это собрание произведений Михаила Юрьевича Лермонтова с его авторскими рисунками. Или это книга Мигеля де Сервантеса о приключениях Дон Кихота Ла-Манческого, иллюстрированная моим самым любимым художником Гюставом Доре. Некоторые книги попали в мою библиотеку благодаря знакомым, которым жалко было отдавать их на переработку. Среди них тоже попадались ценные экземпляры, но все же не всегда это были те самые книги, которые я хотела видеть в своей библиотеке. Но пока на моих полках можно было найти свободное место, они все находили здесь приют. Я вряд ли когда-нибудь буду зачитываться планом съезда коммунистической партии, но и эти книги смогут сослужить мне хорошую службу.
А эти два малыша тоже нашли у нас приют. Их подобрала Милана возле дороги рядом с нашей деревней, когда возвращалась с университета. Было бы здорово, если бы нашлись их хозяева, но если нет, то значит этот дом будет их домом. Полки для библиотеки я сделала сама. Когда-то это были стропила одного навеса, и я рада, что смогла им подарить еще одну жизнь. В библиотеке мне все нравится, но кое-чего тут все же не хватает. Теперь мне будет гораздо удобнее доставать до книг даже на самых верхних полках.
Эта потрясающая открытка с акварелями польской художницы Катажины Томалы заслуживает того, чтобы стать полноценной картиной. Еще раз благодарю вас, милая Кристи, за такой волшебный памятный подарок. Ну а теперь на кухню. Готовить мы сегодня будем тыквенный флан. Может, это и не совсем пирог, который был запланирован на эту осень, но без сомнения это совершенно новый для меня рецепт, который я уже давно хотела опробовать. Вариантов приготовления флана было великое множество, и выбирая один тот самый, я ощущала себя сапером на минном поле. Надеюсь, что рецепт, который я в итоге выбрала, не разочарует нас с вами. Для начала нам нужно очистить тыкву от семян и кожуры, нарезать и запечь в духовке при температуре 180 градусов Цельсия примерно в течение 30-40 минут. Но мы сделаем это в микроволновке, так значительно быстрее. Яйца перемешиваем, не взбивая. Добавляем мягкий творог, сгущенное молоко, сливки, запеченную тыкву. При помощи блендера ее нужно превратить в пюре. У меня нет блендера, но с этим заданием отлично справилась моя соковыжималка. Далее добавляем молотую корицу, немного ванильного сахара, мускатный орех и соль по вкусу. Список ингредиентов и их количество будут ждать вас в описании к видео и в закрепленном комментарии. Сахар растапливаем в кастрюльке до состояния карамели и быстренько, чтобы она не успела застыть, выливаем в форму, в которой будем запекаться наш флан. Сверху выкладываем тыквенно-сливочную массу и ставим форму большего размера, заполненную водой. Выпекаем наш флан примерно в течение 1 часа в духовке при температуре 180 градусов. Время запекания зависит от размера формы. После выпекания флан нужно охладить в холодильнике, чтобы он застыл и хорошо держал форму. Смесь ароматной корицы, мускатного ореха и карамели – это было потрясающе. Десерт был вкусный, но что-то в нем было не так. Чуть позже я поняла, этот десерт был слишком влажный. Возможно, эту влагу дал творог, и этот момент портил приятное впечатление. Я удалила лишнюю жидкость и, попробовав его снова, очень обрадовалась тому, что приготовила дополнительные порции. В моей книге рецептов добавился новый десерт. Пусть и ваша осень наполнится приятными обновлениями.